Здорово, Гудзон. Ой, так. Нет? Нет. Может быть завтра. Может быть завтра. А то поздно же. Завтра вот днем поиграем. Завтра днем. О, как. С бадунчиком, да? О, как молодой еще. Хорошо. Организм быстро очищает. Ну, типа того, да. На удивление вообще. Ну, вчера, кстати, хорошо в этом время провели. В компьютерном клубе. Вот. Так, ща. Ну, сейчас запусти, расскажи. Ща, подожди-ка. Так, все, всем здорово. Привет, Гудзон. Я уже не стал вчера спрашивать тебя, пенька. Да. Так. Так, сейчас. Так, еще. Кстати, заморочил ты обложечку, прям такую сделал. Трендовую, так сказать. Которую обычно делают ютуберы. Да.
Так. Рамку вижу, убрал. Ну да, решил. Ну, короче, есть и такой режим, и вот такой режим. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, вообще подумал, что да, стоит, короче, это дело, наверное, убирать. Ну да, мне тоже сложилось такое впечатление, что ну как-то это... Не так на Твиче тут. Да. Ну не то чтобы на Твиче, но вообще типа... Ну, да. Я просто посмотрел записи, но я занимался этим, как его, монтажом, нарезкой, опять же. Я такой смотрю, я такой, блядь, что-то мне как-то в глаза это все бросается сильно, пиздец какой-то, если честно. И решил, ну типа, дай-ка я уберу, пожалуй. Так, окей. Угу. Привет, Кадмус. Что сегодня? Сегодня Only Up и Elden. Ну сегодня-то, я надеюсь, мы пройдем Only Up, прям до вершин-то доберемся, я надеюсь. Побежим нормально. Ну то есть, как бы, ну, контру-то я уже, как бы, ну, поиграл, как планировал. Радужный мост надо пройти. Ну да, есть такое, надо. Что за песня? На тонком льду называется. Аура. Исполнитель Аура. Так. Сперу Black Уфа. А у нее эта песня играет? У него прям бесила она. А, да? Ха. Прикольно. Не знал, не знал. На заставке не... ну я него на старте никогда не был. А не, хотя однажды был. Но я что-то не запомнил вообще. Так, что я хочу сделать? Наверное, сделать потише музыку. Потом здесь найти настройки. Громкость звука вот так. И... Угу. Легкий, да. Это да. Ну, конечно, да. Ну, ты же все монетки мне отдал. А, стоп. Погнали. Ой. Господи, радужный мост. А, ну чё, типа... Вообще прикольно, типа, посидели на компьютере, ну, в компьютерном клубе вчера. Дети уже на тайском говорят. Не, ну что?
Ну, у нас просто с речью проблема же. Мы, ну, логопедом занимаемся. Вот как бы. Блин. Подожди. А так, я честно не понимаю, как изучать этот тайский язык. Он такой хер его знает. То есть, вот чтоб вы понимали, я когда вот, ну, книжно заходим, так чисто посмотреть, что там интересного есть. Ну, там, например, недавно, там есть, там даже русские логопеды есть. Да нет, ну просто, типа вот, любой этот, находишь какой-нибудь там сайт, там по развитию речи, там прочее. Короче, в общем, просто по зуму. Сложно для нас. Да не то чтобы сложный. Я, короче, вот типа вот в магазин заходил. Там вот книжный. И там детские книжки я беру тайского. Ну там типа сказки, еще что-нибудь там. Или там просто тупо азбуку там. Ни хера непонятно. Просто черт бы его так вообще не понимаю реально. Что за бред? То есть, чтобы вы понимали, ты даже не понимаешь, как он должен звучать, ну, тотальная буква. Ладно, если бы рядом там с какой-нибудь там, ну, символом, ну, и так далее, там был бы, ну, на английском или еще на каком-нибудь, ну, на латинице, там, что-нибудь. Но нету. Они так пишут, как будто бы ты, ну все понятно, типа, как это должно звучать. Ну, я, честно, вообще, ну, немного очереваю от этого языка. Вообще не понимаю, как его произносить. Не то, что даже как изучать его. Вообще без понятия. Вот когда английский изучаешь, там все просто и понятно. Там, то есть... Ну, то есть как вот учебники какие-нибудь там вот, во времена школы, там тебе объясняют все, ну, там показано все. Типа и, это и. Там the, то есть вот там рядом вот в скобочке написано, как должно читаться the и так далее. Даже про немецкий вот мне куда проще. Даже проще English, и только слова выучил, артикли только затрахивают. Артикли. Ну, самый легкий в освоении язык, это, кажется, английский, если честно. А? Оно медленно видит. Транс много? О, очень много, да. То есть это даже, ну, просто это много. Недавно такого видели интересного. То есть обычно там типа, ну, трансвеститами становятся те, которые, ну, просто худые, там, вот это вот все, да, вот, с женственными какими-то чертами и так далее, ну, не особо такие крупные, да. А вот недавно видели одного такого, просто здоровенный чел, блин, 190 или 180 роста, шире меня. Ну, тупо мужик, но с накрашенным лицом такой, я такой... И у него там, типа, знаешь, такие маленькие косички, прям, что-то очень комично он выглядел, но вида не подавали. Там... Я такой мимо прохожу, оборачиваюсь на жену, типа, говорю, ты видела? Такая, ну, так, нихера себе. Бывают даже такие, да, интересные люди. Они прям просто ходят там по себе или работают? Да, конечно. То есть, ну, тут же вообще, типа, ну, супер толерантность какая-то.
тебя никто не осудит, не это. Пристают? Да нет. Нет. Если это не их профессия, конечно. Ну, там, например, обычно там зазывалы всякие разные, типа есть там рядом с массажными салонами. Там, то такие, да, могут, в принципе. Ну, просто, типа, ну, обратиться там как-нибудь там, типа. Типа, hey, boy. В баре присытная. Не, ну я по барам вообще не особо хожу. Вот только если в компании там кем-нибудь. И то там, ну, такие, знаешь, нормальные бары. Мы ходили. А так вот, прям, чтоб такие, не. Русскоговорящих много по иностранцам как? Ну, русскоговорящих очень много. Очень много. Тут русских очень много. Также много и американцев. Бывают французы. Немцев много встречал тоже, да. Да тут прям, это знаешь, это, ну... Это же, ну, чуть ли не одна из таких, ну, прям супер туристических стран. Здесь тупо вся планета Земля находится. Все нации мира практически здесь. Ну, крутятся, варятся. Туристов много и так далее. Языков принимают по нации. Да, японцы часто принимают. Но торгаши, карыщи, они меня сразу, ну, как бы понимают, типа, что я из России. Давай, покупай, там начинается вот это. Тафай. Вот торговцы, они, капец, ну, очень быстро понимают, откуда ты и что, как вообще. Ну, ясное дело, они много народу видят и так далее. Чисто на опыте. Блин. Что-то как-то не очень хорошо. А ты живешь прям в туристическом районе или спальное место? Ну... Кондо. Это кондо. То есть он... Ну, кондо это... Типа, ну... Такие места, которые, по сути... Огорожены, там у них есть своя территория, там прочее. Ну... Я думаю, что можешь считать, что я в туристическом районе, в принципе, да, живу. Потому что рядом есть и порт, с которого можно сразу поплыть на острова, поплавать там. И недалеко этот Walking Street, этот пресловутый, тоже. Типа, в принципе, ну, можно сказать, недалеко. То есть там пешком минут за 10 легко дойти. У меня район такой, он больше индийский, что ли, типа этот район. То есть тут рядом прям, ну, тупо индийский квартал имеется. Там только индийская кухня. Индийские массажные салоны, индийские рестораны, кафе. Вот это, индийские клубы даже там есть. Но я еще пока ни разу не поел индийской кухни. Не знаю, какое-то у меня такое, ну... Сам того не понимаю, почему, но какое-то недоверие испытываю вот, индийской кухни. Ну, что-то боюсь, что траванусь или что-то там вроде, знаешь. Хотя вот вообще ни разу его не кушал и так далее. Просто еще боюсь, что он, ну, будет слишком остро и так далее. Хотя и тайскую еду я прям с удовольствием кушал. А по расценкам, как жить дешевле, чем в РФ? Ну, не сказал бы на самом деле. По одной простой причине того, что, ну, ты тут деньги с рубля конвертируешь. Один хуй. Поэтому не скажу, что дешево. Вот будет курс нормальный, да, скажу, что заебись.
А курс говно, поэтому дорого. А потом еще хуже, наверное, станет, кто его знает. Блин, вот сейчас у меня такое ощущение появилось, вот прямо только что в голову пришло. Вот вся вот эта вот история с Пригожиным, это вот, ну, вот эта вот однодневная, типа, феерия бреда и пиздеца, она такая, блядь. Ну, типа, такое ощущение складывается, что они это все спецом намутили для того, чтобы, ну, проспекулировать всю хуйню на торговой бирже, типа, знаешь. Вчера пиздец что творилось. Да, да. Что-то у меня вдруг такое появилось. Ну, потому что, блин, очень странно это все получилось прям. Хуй знает. Что за дерьмо вообще. А? Блять! Почему ты побежал как ебан? Капец ты конченый. Видали, он просто побежал вперед. Да. Офигеть, там кровать, оказывается, есть. Ну, я тут, конечно, в интересном положении сейчас. А, я застрял еще. Так, понял тебя. Самое короткое восстание в истории. Да. Тебя заново нахер, это полный атас. Давай, сейчас на скорости жестко залетим. Тупо на скоростях. Не, ну суета была, конечно, вчера вообще ебейшая. Типа, ну, столько народу вот там в полнейшем ахуе улетели и уехали там с России. Это ж пиздец, ну, гражданская война чуть не началась. Пиздец какая-то. Там бы пить вино, там под океаном мы трезвые или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком... Мне в WhatsApp строчили, да. Не, ну это был пиздец, атас ебейший. Ну типа, ну его нахуй. Да. Ну благо мозги на месте у Пригожина. Все как бы, ну хочется надеяться, что у него мозги на месте. Ну типа не знаю, как там все, конечно, все решилось. Почему-нибудь там типа это, якобы там типа Лукашенко все разрулил. Но я не понимаю, короче. Что случилось? Почему Лукашенко? Хер его знает. Но слава богу, что без кровопролития обошлось. Это пиздец. Если бы случилось, это ёб твою мать. Это ж полный пиздец был бы. МБ и спецом взял биржи и тому прочее. По сообщениям 10 пунктов украинцы в атаку пошли, по ним ударили, может, выманивали дополнительно. Ну да, может, ну, блять, это вообще звучит как охуенный план, если честно. Вот с тем, что, вот, да, вот типа, что украинские войска вдруг резко пошли в наступление, начали действовать.
Ну как-то слишком уж, ну да. Ну это информационная война, типа тут хер угадаешь, типа, что вообще на самом деле произошло. Потом в будущем, возможно, да, по НТВ, блядь, секретные документы, нахуй, вытащат, покажут, нахуй. Ну, типа, что было на самом деле, что случилось там, прочее. И то, ну, хер его знает, что там будет на самом деле. Подорвали доверие у народа ради сомнительного результата. Ну, да. Это было жестко. Много народу посидело, блядь. Еще вот эти вот кадры видео были какие-то странные тоже там с этим вертолетом. Вообще хер его знает, что это было. Ну, то есть вертолет летит низко там, и потом раз, и взрывы происходят и так далее. Это типа что вообще за... Хер его знает. Да мне кажется, что это было то, что самое очевидное. Александр Григорьевич Пригожин 20 лет лично знаком, бы отмазал от уголовки, представил убежище в Беларуси. Хотели загнать Вагнер под Минобороны. Пригожин понравилось. Сейчас в Телеграме вот это вот под аудиосообщение Пригожина столько клоунов поставили, я ебал. Там, конечно, да. Вот знаете, что мне... Я это вот уже отправлял. Там в телегу и в Дискорд. А, в телегу я не отправлял, по-моему. Сейчас. Стоп. Блять. Вот, Пригожин в конце дня, он такой. Стоп. А чего добился? Чего я добился? А чего я хотел добиться? Да, блядь. Блядь. Да. Чего я добился? Блин, да ну нахер.
Ты шутишь просто. А-а-а. Да, скорее всего так и есть. А, я таймер же еще не показал. Оу. Рич Ретти, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Погнали. Здорово, бачон. Здорово. Спасибо. Спасибо за подписку. За фоллоу. Точнее. Да. Болтаем о том и сём. Не, вот реально, это вот тема с тем, что каждый год у нас творится какая-то срань, ну, в нашей жизни, в наше время, да? Это просто жесть, ну, то есть. Ежегодно это уже в традицию какую-то превратилось. То, что... Да, вот вставлять, да. Ну, я научу. А тут сюжет есть? Нет, это тупо челлендж. Ну как сюжет? Ну просто игра типа такая, типа стиль у нее такой. Пока ты взбираешься наверх, разраб, он рассказывает тебе историю своей жизни о том, типа, ну... О том, как ее батя бил с матерью, там... Как он работал там нефтедобывающим какой-то заводе, там... Ну, чё, ну так, в таком духе все происходит тут. Странненько все немного, да. Да, хватит истории, реально. Блин, как же было все хорошо, когда ничего не происходило просто. А тут нахуй, на, коронавирус, на, война, на. Чуть было не гражданская война, блядь, ёбаный в рот. Остановитесь, блин, кошмар какой-то. Такое ощущение, как будто бы где-то сидит какой-то чел, и он, знаешь, он такой сказал, там, загадал желание, типа, хочу жить во времена исторических событий. И вот началось. Ну, короче, чел просто какой-то, ну, загадал хуйню, такое ощущение прям. Какого-то хера вдруг резко все начало вдруг что-то стремительно как-то, ну, сюжет нашей жизни начал развиваться, знаете, сюжет нашей жизни. Чё вообще? Вот именно. Жить скучно было, заебись. Ну, то есть у каждого человека, типа, есть своя какая-то, типа, тема, движ свой, да? А тут настолько глобальные, типа, ебанутые вещи творятся, что ну его нахер. Обсуждать там покемоны, батискафы, да, блин, батискафы это пиздец, кстати. Я не понимаю, а как они вообще, ну, сука, вот зашли в этот сраный батискаф, он пиздец же вообще. Я вот эти вот новости тоже там, типа, по телеге пропускал. Ну это вообще лютый бред. Там типа бизнесмены, 3 или 2 их там, исследователи, еще и с своим ребенком там, типа, вот, зашли в этот батискаф, сука. Ну типа, вопросы должны были, ну, быть в голове, типа, это, блядь, безопасно, это все работает, это все окей или нет. Они использовали геймпад от, сука, Logitech, нахуй.
Причем такой самый уебищный, который, типа, знаешь, стоит 300 рублей, 400. Пиздец. А система-то ихняя, вот это вот погружение, это тупо шлакоблоки нахуй, привязанные, блядь, к батискафу на цепи. Это пиздец, как нахуй. А еще самое ебанутое, а то, что батискаф, он запирается снаружи. То есть ты уже изначально, как туда зашел, то, блядь, ты не выйдешь нахуй, потому что там закручиваются винты сверху, снаружи. Чуваки просто его там закручивают винты. Пизда. То есть там реально люди, реально, просто не смогли. Это охуеть. Как можно было додуматься, зайти в такой, блядь, батискаф? Вот зачем нахуй? А куда ты выходить собрал? Хуй его знает, типа, мало ли что там может случиться. Конечно, давление ёбнет там сильно и так далее, но... Прикинь, ты вот просто погружаешься, только началась эта миссия, экспедиция, блин, веселая. А ты такой... Чё-то... Вот этой воды здесь быть не должно, по-моему. Нас пробоин покажется. Раз такой, все, вышел, выплыл нахуй. Или там система вот эта вот, которая, Блять, просто... Кошмар, я не понимаю. Для человека вроде 40 метров предел. А там 4 километра, да. Я уверен, что они, типа, до 4 километров еще, чувствовали проблемы в батискафе. Я уверен в этом. То есть они погружались, бесконтрольно причем. То есть они не могли, они вообще не контролировали ситуацию, я уверен. Они просто шли ко дну, и просто раз, и все, пиздец. Хлопок нахуй. Я уверен, они не пытались спастись, там что-то делали нахуй, но это было невозможно. Потому что батискаф полное дерьмо. Вот эта вот система погружения его, это 2 шлакоблока. Это пизда. То есть, чтоб ты понимал, как им нужно было, избавиться от этих шлакоблоков, они должны были ударяться о стены батискафа, расшатать его. И тогда, типа, крючок, на котором висят вот эти вот шлакоблоки, он типа вот так вот сделает. И, блядь, шлакоблоки пойдут ко дну, а батискаф всплывет. Сука, как же это тупо нахуй. Блять. Это ж ебать как идиот. Просто идиотизм полнейший. Я бы когда это услышал нахуй, я просто охуел бы и сказал: ты ебанутый нахуй, ты чё делаешь вообще? Я уверен, будь там русские, они бы задались вопросом, просто, знаешь, типа, с таким вот русским менталитетом люди, короче, просто, блять, это что за нахуй, типа, ты ебанутый. Ты вот хочешь сказать, что мы сейчас на этом поплывем, что ли, типа, погрузимся вниз? Типа, надежно, когда, да, это пиздец. Еще говорят, что техника, которая не пускала, их уволили. Бля. То есть там был человек, да, разумный все-таки. Пиздец. Все-таки был человек, который говорил: да ну нахуй, вы че ебануты? Да, блин. Пиздец. Это бред. И какой долбоёб его уволил, интересно. Типа... Чьей инициативой это произошло, интересно. Бля, такой бред, боже мой. Вот просто человеческая идиотия, она не знает предела, это пиздец. Охуеть. Я и все истории, так кажется, не знаю. Там еще даже был человек, который оговаривал их не идти туда. Бля. Они вот чисто как эти, знаешь, как тот русский, который полез к медведю, блядь, в клетку нахуй. Ебать. Которому орали: ты чё нахуй, дурак, что ли? Она тебя сожрет. А тот кричал, типа:
Да уж утоните нахуй. Да. Байден топит противников. Везде и всюду заговор, да. Вы, кстати, видели такую хуйню? 3 литра, блядь. 3 литра кола нахуй. Я в ахуе. На вкус полное говно. Ну, я типа его давно пью. Уже 4-й день, что ли, пошел. Байден проковырял. Не, Байден сделал это, ну, чертеж батискафа, типа. Да. Помните, раньше 3 литра вот так пивасики были? Пиздец, да? Я сейчас вот смотрю на это и думаю, ёб твою мать. 3 литра пива, вот так вот. Ужасно. Они же еще и в баночках продавались, я вспомнил. Ну тупо бы в банке вот были. Стеклянные банки тоже, да. Типа 5 литров. А нет, ну тоже где-то 3-4 литра в банке. Ну кажется был 5 литров. Но там сок был, кажется. Кстати, здесь пицца полная хуйня. Ну в Таиланде. Пицца полная хуйня. Вот такую бы я не заказывал. Она, во-первых, слишком дорогая. Во-вторых, если вкусная, то слишком маленькая порция. А я думал, что здесь она, ну, как бы... Из-за того, что здесь так много туристов и, ну, американцев и так далее. Здесь будут порции такие, ну, ебанутые в этом плане. Типа, ну, вот как пицца, там, бургеры. А оказалось, нет, наоборот. Очень скудненькие, маленькие такие. Вот в Якутске пицца, она была намного, конечно, охуеннее. Там прям, бля, большие пиццы были. Найди итальянский ресторанчик. Это же для вечеринок. Помню, мы бочками купали, бочками ядрить. Бочками. Ну, итальянский ресторан, не знаю. Может, стоит заморочиться и найти где-нибудь. Но здесь реально хорошей пиццы вообще нет. Вот даже есть Pizza Hut, вот, ну, вот чтобы вы понимали. Pizza Hut, Domino's, вот эти вот, которые типа популярны сети вот доставка пиц, вот эти вот. Ну, Pizza Hut это вот ради которого Брежнев продал-то страну ради пиццы. Ну, такой пиццач. И Pizza Hut. Полная хуйня. Маленькие пиццы такие. Я бы не сказал, что они вкусные. Ну, просто обычные. И своих денег явно не стоят. Вот у нас вот в России нереально круче. Да и вообще еда у нас очень хорошая в России. В Якутске. Здесь что-то я прям, ну, так себе. Вот только единственная жена радует едой. А так там ресторанная еда, вот это вот все в кафешках, вот, короче, вот эти вот полное дерьмо.
А, Горбачев. Да, перепутал, пиздец. Не Брежнев, а Горбачев. Извиняюсь. У меня плохая память на имена. Блять, тихо. Ну да, и Горбачева имел в виду. Да все хорошо в России, кроме политиков, блин. И люди, и да, дохнут, какие-то цены в норм были. Да. Политики, конечно. Вот раковая опухоль, это реально вот. Политики, чиновники, вот это вот все. Не. Glücklich bin. Да. Ой, что со мной? Глюклиш. Счастье вроде. На немецком. А, блядь, ты чё нахуй? И чё за прикол вообще? Капец, да что за дерьмо? Бля, и правда счастье. Под такую охуенную песню улетел в помойку просто. Я еще помню. Это школа был. Прикольно. Глюклиш. Это та песня, которую я думаю? Или другая? Да, она. Как она называется? Фил Коллинз, Another Day in Paradise. Да. Another Day in Paradise. Ну, я бы не сказал, что политики, я бы сказал, чинуши, взятничество. Да, даже с этим Владимир понял странно. Объективно сравнивание по покупательной способности жизни стало в 10 раз лучше, чем в 90. Ну это да. Но один хер, вот вопрос возникает все равно в голове. Типа, не развалить СССР, все бы намного бы, ну, лучше, наверное, было бы. Да, все как бы, ну, в этом плане скакнули. По развитию. Вот Япония-то, например, вообще была, как она резко-то поднялась. Особенно после тех ебейших потрясений. Хиросимы и Нагасаки. Просто жестко поднялись же они. Ну то есть в 80-х они уже были... лидером в плане технологий, там типа в сфере развлечений, вот в этом плане, знаешь, по технике они были самыми крутыми. Да и на самом деле как будто бы и сейчас так же, но то есть все как-то уже, ну, чувствуется, как будто бы все сейчас на одном уровне. А раньше Япония, это ебать, это что? Такая страна.
Там роботы, блин. Там трансформеры. Игрушки-роботы, вот это вот все. Охереть. Там мультики такие даже жесткие, типа аниме. В то время, да, все как бы мультики называли. Аниме-то еще понятия не было. Типа, ну, настолько, типа, другая анимация и так далее, что вот просто для этой анимации не придумали, ну, совершенно другое название, типа аниме просто. Прикол, да? Вообще прикол. А во всем мире анимации. А в Японии аниме. Не согласен с Гудзоном, что по поводу естественных процессов, что по объективно. Ну, в странах, где вот всегда было плохо, например, как в Африке, да? Там, да. Не, ну... В Африке, не знаю. Я, конечно, мало, скорее всего, знаю о том, что сейчас творится в Африке и так далее. Когда говорят об Африке, я не могу себе представить там прям нормальный, типа, какой-нибудь город, мегаполис, там какой-нибудь там. У меня в голове почему-то только саванны, львы, жирафы, бегемоты. И доктор Айболит. Норм места есть. Какой трек. Е. Ну да. Лучше о политике не базарить, там, о таких вещах. Просто это такая типа тема. Не. Я, конечно, сам его поднял, в плане. Но все-таки, поговорить все-таки реально стоило про эту ситуацию с Пригожиным и так далее. Фондом Штатов США ВВП выше, чем во всей РФ, если что. В одном штате ВВП. Ой, блядь. У каждого штата в Америке есть свой ВВП. Это как вообще, блядь? Да. Так и случается.
Блин, что я делаю? Господи. Ай, еб твою мать, господи, что-то меня начинает сердце ёкаться от этих прыжков уже. Не знаю почему, но что-то это прям тревожненько стало. Табакен. Полетели! Хорошая песня. Его везде поднимут флаг, ему всегда нальют вино. Когда моряк на берегу, все девушки бегут к нему. Они сигают из штанов, меняя деньги на любовь. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни венца и пей. Бля. Сколько стук месяца. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни венца и песню спой про сундук мертвеца. Куда бы ни уплыл моряк, от смерти не уплыть ему, и ждет его зеленый мрак, пока моряк на берегу. Но в эту ночь он Блин. один, до гроба пьяный вдрызг любим. Она целует без конца его безумные глаза. Безумные глаза. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, Вот это мы синхронизировались с музыкой вообще. давай расскажи, ведь ночь коротка, как черту морскому светили рога. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни венца и песню спой про сундук мертвеца.
Вот. А я хогу моря. Анюру. Кидах. Блять, сука. Как я так улетел? Один раз ошибся, и ты ошибся, как говорится. Да. О социальном поведении. Сейчас интересно, какой трек был. О, это же, блин. Streets of Rage. Вы, кстати, в курсе того, что вот это вот создатели этой, ну, саундтрека к Streets of Rage, они собирают кучу народу в клубах и крутят вот эти вот треки. И там народ реально так, ну, собирается нормально. Но выглядит это немного странно, если честно. То есть там народ вроде вот есть, там прочее. Хз, о чем ты. Ну я уже рассказывал, по-моему. Мало ли. Но там, в общем, да. Слушатели там довольно-таки странные. Игра какая-то. Ну это вообще, да, битэмап. Не файтинг, а битэмап. Там ходишь по улице, морды бьешь людям. Блин. Хочется что-то прям угореть под старым играм, на самом деле. По ретро-играм. Файтинг. Стрит файтинг. Стрит Папа, файтинг. А. Вот ты посмотри. Спасибо. Стрит файтинг. Ну вообще можно и так назвать стрит файтинг битэмапа, да. Ходишь по улицам и бьешь людям лица. Блин, раньше вообще жанр такой, этот вот битэмап, был жестко популярный. О, нифига себе, как я сюда запрыгнул. Хорошо. Никогда ни разу еще не удавалось так прыгнуть хорошо. Четко. Так. И прыжок 22 минуты. Нормально.
мелодии из Final Fantasy. Блин, Final Fantasy 16 поиграть бы, что ли? Что-то я вообще не видел кадры этого. Как он вообще? Кто-нибудь видел? 16-ю финалку прикольно. Ты почему? Чуть турханет кир. Я иди. Вот ты посмотри. А что он говорит? Он сурханет кир. Бо. Мечки. Блин, надо бы завести стрим пораньше. Ну-ка. Каждый раз почему-то вечером мне получается запускать, я не понимаю. Еще так все время у меня, не знаю, желание такое. Каждый раз. Что-то сижу, пялись куда-нибудь в одну точку, ничего не делаю. Иногда делаю что-то, но потом запускаю. Что-то я совсем... Какая температура? Ну, блин, всегда жарко. Тут еще же влажность тут такая. Поэтому духота прям на улице. Ё-моё. Я вчера вот с компов возвращался, блин, так спотел, что вообще охереть можно. Просто ты неизбежно, как выйдешь на улицу и зайдешь домой в помещение к себе с кондеем. Да, вечный плюс 30, вечный плюс 30. Ты по-любому душ примешь. Жизнь в кайф похожа. Ну, на самом деле, да, то есть... Ну, просто надо бы работу найти. Стабильный заработок. Иначе я тут не останусь. Сейчас я пытаюсь что-то, ну, там нормально пытаться зарабатывать в этом Upwork. Upwork называется сайт. Вот там вот по фрилансу и так далее. Сейчас я там закину денег и так далее, чтобы... Короче, там сайт как работает. У тебя есть какие-то контакты, ну, типа так называется тамошняя, типа, ну, внутрисайтовая валюта, так сказать. И с помощью этой валюты ты принимаешь работу какую-то там. В общем, ну, там вот так вот это все работает. Может показаться, что это странно, но нормально. А ты там с россиянами тусишь? Ну вот, что-то недавно начал, да. Ну, в том плане, что вот впервые увиделись там с одной телеграм-группы. Там они все на компы собирались. Я такой, ну, почему бы и нет. И нормально, хорошо так посидели. Поиграли. Поугорали. Как раз хотел спросить про динамическую погоду и дождь. Пошел. Или это что-то... Ну, типа так, скрипт. Маленький дождик там стоит. Тут вечный плюс 30, как говорится. Ну, тут, короче, всякие разные биомы по мере восхождения будут. Разные биомы. Да, влажность, что, ну, вот, это единственное, что хреново. Влажность высокая. Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. Песня про Долорес.
Еще меня удивило, что круглый год написан закат в 5 вечера. Грустно как. Ну да, всегда вечереет в одно время. Круглый год. Вот это очень странно, типа, когда ты живешь в такой стране, в которой, блядь, ну, всего лишь одно время года. Рано темнеет. Ну, вот с 6 начинает темнеть уже, да. Когда как по расписанию. Ну, то есть, вот темнеет она, вот как бы... Раньше где-то вот 5 примерно начинало темнеть. А сейчас вот уже ближе 6:30 и 7. Ну, как-то так вот чутка смещается вот это вот время заката. Темнее. Но оно всегда вот где-то вот около 6 происходит всегда. Ну, вот это вот погрешность, ну, изменения, они такие небольшие. The more I know, the less I know. Хотя, блин, по якутским морозам я бы не сказал, что прям скучаю. По снегу, да, просто по снегу реально, да. Но по морозам, бля, нет, нахуй. Как же меня вот, блядь, наступление зимы всегда, ну так, типа, я от него не был в восторге никогда. Типа, блядь, скоро зима, опять тепло одеваться, там, вот это вот куртку доставать, вся херня вот это. И лето такое короткое, мать моя женщина. В этом, конечно, да. All the foolish, happiness for madness. Снега якутского хочется. Ну, он так, типа, знаешь, снег, вот именно из его белизны, когда вот прям он ложится таким белым покрывалом везде. Выглядит красиво и приятно. Но не минус 50, но не минус 40. Ну это нахер, ну его нахер. Это вот самое такое. О, ес! Ядрить, я залетел красиво. Хорошо еще. Ой, Радужный мост где близко. Климат должен быть умеренным. Минус 20 хватит. Месяца 3. Ну да, на самом деле. Ну его нахуй, чтоб минус 40-50. Это 50. Самое что ебанутое, вот то, что лето длится всего лишь 3 месяца. 3 нахуй. А вот это вот между летом и зимой, вот это вот весна и осень. Ну, такие, ну, длятся они
около месяца, то есть месяц весна, месяц, ну месяца 2 осень, а все остальное, блядь, зима нахуй, блядь. И самое ебанутое время декабрь, январь, вот там вот как ебет холодом, просто охуеваешь, реально. Просто жесть, блин. Какой кошмар. Я вспоминаю, что охуеваю. Вот мне вот реально, вот чисто из-за погоды так не хочется возвращаться в Якутск. Просто кошмар. Вот по всему скучаю, кроме сраного холода. Ёбаный в рот. Долбаные 40. Минус 40. Кошмар. Вот это вот чувство, когда ты идешь такой по улице, и вдруг тебе звонят. О, привет, Гунтис, минус 60 даже. Да, бывало минус 60. И тебе, сука, кто-то звонит. Там смотришь, а там типа жена или мама там, или еще кто-нибудь из родных. Так, надо поднимать трубку. В Питере как в Лондоне, хотя чуть лучше. В Лондоне вообще говорят нон-стопом дождь. В Питере как-то полегче. Ну, кошмар. Не, ну хотя хер его знает. Ну, может быть, такие типа, ну, смотря какой ты человек, конечно. Есть такие люди, которым типа, ну прям, ну, супер по кайфу дождь. Они такие просто забалдеют от Лондона нахуй. Типа такие, вау, это все время дождь. Кайф. О, вот это я зашибись подпрыгнул. Технично. Бля, ну я и конч, конечно. Просто в ахуе. Хотя нормально, не, нормально. Так. Такой никому, наверное, не по кайфу. С ветром холодной осенью. Да. Ну, не знаю даже. Бывают же такие люди, которые типа... Люблю дождь. Что это за песня, откуда это? Kidnapper Slayer. Александр Деспот. Кажись, это композитор, который пишет музыку для фильмов этого. Как его звали? Который Отель Будапешт, там вот Остров собак, вот Бесподобный мистер Фокс, который вот снимал. Блин, вот это кайф, вот это хорошо, я запрыгнул. Вообще, я столько всего взял и скипнул этим прыжком, вообще кайф. Все, Радужный мост. Радужный мост, пацаны. Радужный мост. В Лондоне только в лоб холодное стекло окна пить. Лондон только в лоб холодное стекло, окна пить, эспрессо, курить и плакать. 13-летним девочкам понравится. Да. Ну, типа, знаешь, таким, да. Девочки. Девочки. Ну,
Где те люди, которые, ну, писали вот ублюдским, сука, текстом, которого типа верхний там регистр, нижний регистр, верхний регистр, как будто бы тебя трахают за клавиатурой, блин. Как мне не нравилось вот это вот читать. Такие тексты, это просто ужас. Бля. А, что за собака? Винишь, котян, да. Подожди-ка. Что-то мне некомфортно. А если обойти вокруг это место? Хотя нет. Хотя или да, стоит чекнуть, наверное. Хотя нет, я боюсь, я пойду по текстуру еще на пизду. Пойду сюда. Ага. Лучше климат в родном Воронеже. Самое то, мягкая зима со снегом и лето как лето. Блин, класс. Обалдеть, там еще много. Я охерею. Не, ну посмотрите на это. А, что? Что? Что-то я прикола не понял. Ну, тут чуть не был? Не был, конечно. To the finish line. You went Ой, блядь. Дракон, нихуя себе. to you. Be right here while you Я немного аж охерел, типа, что, заново, типа? Дракон мешает, понял. Типа дракон будет меня скидывать? В этом прикол? Блин, я слышу, он где-то машет. Все время. Офигеть. Прикольный дракон. Это я пока так говорю, да? Скоро я его материть начну, скорее всего, да? А ты не видел? Я думал, ты упал как... Ну, я что-то немного тоже, типа, такой, что, типа... Ну... Боп. Боп. Игра похожа на сон. Да, есть такое. Бредовый сонный паралич. И тебе нужно проснуться. Или это кома? Представьте, кома, она выглядит так на самом деле. Но при выходе из комы ты все обо всем этом забываешь. Не сможешь подняться наверх, ты не проснешься от комы. Жестко, да? Прикиньте, такая типа тема реально существует. Просто типа этот самый бог по угару типа такую тему сделал. И как зрители на Твиче смотрят каждую вот эту вот сонную кому, как чел какой-нибудь выбирается оттуда. И типа ему это, ну, по кайфу. Типа контент для него. hold on to your youthful enthusiasm. You can put it to better use when you're older.
Бля. Ух, да немного. Так, ща, подожди-ка. PlayStation 5. Блин, да конченый ублюдок! А на деле, кажется, чтобы выйти из комы, проснуться, надо упасть в самый низ. А добравшись до верха, отправляешься на небеса. Блин. Ублюдский дракон какой-то. Капец, он мне не нравится. Все, что представляет угрозу, это, ну, плохо. Очевидно. Да, прикинь. Если было бы так. Это как, типа... Ты взбираешься на Эверест. А там наверху у тебя появляется ипотека. Просто внезапно. Раз и ипотека. А квартира, да, ну, дом он даже не построен. То есть тебе еще и там типа ебашить нужно. Ремонт, все такое. Разве есть какие-то механики сбрасывания тебя вниз, кроме кривых рук? Вообще есть, да. Но разраб этой игры, он такой, он конченый человек. У меня тут вот на данный момент из последних популярных клипов это как я бежал по Радужному мосту и потом резко раз и упал вниз из-за того, что встал на фейковый поднос, который ломается и отправляет тебя на самый низ по скрипту уебищному. Скрипт состоит в том, что ты летишь через невидимую туннель вниз до самого низа. Это жесть. Ты просто по невидимому туннелю летишь вниз. Ты даже, ну, спастись не можешь никак. То есть, пока ты падаешь, там ухватиться за что-нибудь и так далее. Пока никаких подлянок не видел. Не, есть подлянки. Вот вот буквально у Радужного моста есть пиздец какой уебищный этот скрипт с подносом. Блин, как же меня очко играет, просто кошмар. Блин, да ты хорош. Вижу. Что это? Оказывается, там на скейтборд надо было запрыгнуть. Блять! Тихо. Бля, не дай бог сейчас дракон прилетит и снесет меня. Нет его. Вот! Гандон, блядь!
Я хотя бы на шарик лечу, нет? Сука, дракон говна. Боже мой. Лол. Да, привет, Фейкстар. Ну, это просто, конечно, да. Это, конечно, да, это было супер весело. Блин, дракон. Ну вот подлянка номер 2, например, которую я сейчас только что прочухал. Это... Я думал, что... А может быть, есть такая возможность, как запрыгнуть на дракона и полететь на нем наверх. Типа, ну, он же как этот, по сути, как двигающаяся платформа. Но нет, нахуй. На такую платформу, чтоб я еще раз полез. Я даже понятия не имел, что его крылья могут мне так закинуть вообще. Очень ублюдский дракон. В чем смысл игры? В подобной игре я пропустил, как ты упал. А, ну ты вот спрашивал про подлянки в игре. Подлянка и случилась. Можно только слезть с него потом. А, все-таки можно на него, ничего себе. Не, нахер тогда, не, нахер дракона. Во всех смыслах нахер его. Нахеру вертел я этого дракона. Как он вертится вокруг этого сраного стебля, блин. Ну, в чем играть, ну, смысл? Просто челлендж, ну, типа... Реально, просто как преодоление чего-то там. Выполнение челленджа. Это вот как вот у богатых людей. Типа, какого-то хера же у них есть желание пойти на сраный Эверест и умереть там наверху. Или по пути наверх. То же самое. То же самое. Только это у нас все куда более безопасно и весело происходит. Вот это я очень похож на меня. По крайней мере, своими формами. Залезть в батискаф, да, вот. Почему-то у богатых людей интересные способы умереть всегда возникают в голове, блин, вот эти вот идеи ихние. Блять. Залезть в, сука, батискаф, который вообще по сути не должен существовать, я не знаю. Не самое, что меня вот больше всего еще добивает, это то, что способом управления выбрали долбанный Logitech, ну, геймпад, полное говно, который стоит реально типа 500 рублей или около того. Кошмар. Поймай дракона, есть такая игра в мире Южного парка. Да. Мне хотелось бы поиграть в подобную игру. Не хотелось бы, я говорю. Ловить дракона вообще плохая идея. Во всех смыслах. Блин, какая же подходящая музыка. Вообще кайф. Были ли они застрахованы, как страховая согласилась? Батискафы да Винчи были надежнее. Да. Любой страховщик, увидев этот, блядь, батискаф, просто охуел бы и сказал: вы чё нахуй? Разорить нас просто хотите, типа. Это такой интересный, изощренный способ умереть, блядь. Дух хорош.
Вот же ж. Не, я вот уверен в том, что если бы, ну, они бы решили еще застраховать себя, вот страховая бы теми силами бы уговаривала бы их, блять, не идите, ну, они бы все силы приложили на то, чтобы не допустить вот эту тупую экспедицию на тот свет, блять. Они бы там и копов вызвали бы, там еще сломали бы сами этот батискаф, и все сделали бы, чтобы они, сука, не сели в этот ёпта батискаф. Я думаю, даже проще поступили, они просто бы показали бы этот батискаф, типа, ну, всему миру, просто и высмеяли бы его и сказали бы еще, эти ебланы собираются на нем, типа, ну, уплыть вниз, ну, типа, туда. Ну, то есть вообще конкретно бы там. Или хотя бы там, типа, ну, какой-то этот дистанционный способ управления бы заставили бы сделать. Да. Да. Под эту музыку они, блядь, поплыли нахуй вниз. Какой же тайминг, нахуй. Тайминг отличный, конечно. Я думаю, они видели не только рыбу-пилу. Они там и Спанч Боба, и Сквидварда видели всех подряд. Ди Каприо вроде рассказывал, как прыгал с парашютом. У него оба парашюта не раскрылись. Я и так стремался с этого дела, но после таких офигительных историй вообще не хочется. А как, ну, Ди Каприо, он что, умер, что ли? И потом рассказал он, как умер, да, типа, как у него парашюты не раскрылись. Оба парашюта не раскрылись, в общем, да, я упал. Разбился. И вот я здесь, чтобы рассказать вам эту историю. Не, ну его нахуй, реально. Вот типа, зачем рисковать своей жизнью? Вот просто зачем? Ух уж эти адреналиновые наркоманы. Хер поймешь их вообще. У меня знакомый парашютист был, он рассказывал, как одна в гроб залетела, ноги до ушей сложились, тоже приключение хотелось бабе. Бля, пиздец. Охуеть. Да. Тут же есть возможность, типа, ну, прыгнуть с парашютом здесь, вот, в Таиланде. Ну его нахуй. Мы даже подумали в какой-то момент, может, с парашюта прыгнем как-нибудь, но потом просто быстро одумались, типа, да ну нахуй. Пизду. Ну, то есть это просто, ну... И вот, думаю, тоже вот самое с дайвингом, типа, такая же, типа, тема будет. Я уверен, много, типа, историй о том, когда дайверы, например, тоже умирали. Тонули просто из-за того, что у них там, ну, экипировку вот просто максимально хуёво там, типа, сделали и так далее. Да даже лыжи. Ну, ебаный в рот, вот. Блин, вот Яндекс, сука, он слушает мои вот эти вот охуительные истории тоже. Вот про батискаф мы все базарим, он вот раз и музыку про батискаф поставил. Прикол, блин. О, какой охуенный трек. Типа того, в конце истории он говорит, что погиб. Нет, конечно, он прыгал с инструктором, а он размотал один из запутавшихся, предупредил, что сейчас у него бы
сломает ноги, но обошлось. Вовсе было в МСК... Ну, блин, жестко, конечно. Вовсе было в МСК одно время мода на лыжи. У пары коллег колени сломаны. Меня пугает, когда я курицу делаю в духовке, потом запускаю Яндекс. А там рецепт курицы, а я до этого ничего не гуглил. Да, блин, Яндекс пиздец, блядь. Подслушивает нахуй. Блин, как же хорошо, что я не спортсмен. Там, не вот этот вот хорошо сложенный вот такой вот типа спортик, который так и хотел бы там, типа, знаешь, испытать свои силы в чем-либо. Блять. Вот именно такие люди и погибают чаще всего, которые типа такие. Пиздец, да я могу горы свернуть. Я такой, блять, вообще нахуй. И пиздец. У таких людей, блин, в голове, конечно, ограничители, снято. В плане самосохранения, там прочего. Спорт, фу, да. И вот так легким мгновением пара коллег стала пара коллег. Да. Кошмар. Культура топчик, да. Да. Блин, вот спокойно сидеть дома. Кушать курочку. Качалка легкая, бассейн, бег. Ну да, такие вещи, типа вот. А острое ощущение, ну ёб твою мать, ну бери и запускай какой-нибудь там, не знаю, Майнкрафт. Я не знаю. Хорроры нахуй. И там, блин, покоряй горы, что угодно. Ну только себя убивать-то вот зачем? Бизнес делай, да. Блин, вот капец, вот именно вот настолько баснословно богатые люди, видимо, у них, ну, просто нет проблем, ну, знаешь. И они вот ищут их, вот просто вот. Такие вот они. Чё-то мне слишком хорошо живется, они такие, знаешь. Пойду-ка я, блядь, в этот разъебанный батискаф сяду, нахуй. Еще сына прихвачу с собой, блядь. Не, блядь. Что творится в головах таких людей, хуй его знает. Вот именно богатые люди, по-моему, они, ну, просто пиздец, они, ну, сумасшедшие просто. Вот. Богатых людей, вот, с адекватным каким-то, ну, сознанием, мышлением, ну, нет, наверное, просто. Вот реально богатые люди, они психи, мне кажется, все. То есть нормальные люди, но богатыми быть не могут. Ты должен быть съебанцой какой-то, чтобы стать богатым. Это, как кажется, обязательная тема. Чтобы быть богатым, то надо быть ебанутым. Важные условия, так сказать. Бассейн, прекрасное времяпровождение, да, согласен. Вот завтра пикничок, наверное, устроим у моря.
Жена хочет закат, по-моему, поснимать. И опять я завтра рано постримить не смогу, получается. Да. Хотя, может, если я рано утром стрим запущу, может быть, тогда. Их уже дефолтные для нас удовольствия нет. Ну да, по сути. Чтобы быть богатым, можно просто удачно родиться. Ну, это один из способов быть богатым, да. Просто, ну... Выбрать удачный респаун, так сказать. Блять, да ну нахуй, сука! Блин, как это мерзко просто. Ну ладно, ничего, ничего. На самом деле, мы близки к победе. Да хорошо, нормальное время проводим. Тут по кайфу. Сегодня прям такой, на удивление, очень приятный стрим. Общение прям льются рекой. Просто кайф. Угу. Ля, какой трек. Лучше бы тайский учил. Да, на самом деле. На самом деле, да. А я вот знаешь, о чем думаю? Что, ну, блин, надо бы как-то контент вообще, ну, кардинально менять. В том плане, что... Короче, я через Zoom позанимался этим обучением английского языка. Вот. То есть я реально воспользовался услугами моей вот этой вот школы по туристической визе, в которой я нахожусь. И, блин, там так, сука, учат, конечно, просто охереть. То, как вот эта девушка преподавала в плане того, что, ну, я не знаю, как это будет правильно, но вообще вот звучит оно так, типа, знаешь, она очень часто говорила слово «я не знаю». Это прям, конечно, такое было. Это прям насторожило меня. Я подумал, да блин, я же, по сути... Могу быть тоже учителем английского языка и учить людей также. Даже лучше, я бы сказал. Она там, короче, уровня типа beginner, получается, учит английскому языку, но все-таки. Но будучи учителем, типа, говорить слово «я не знаю», такое. Ну да, с одной стороны, конечно, хорошая черта. Типа то, что честно говорит, я не знаю.
Ну, как-то доверие все равно подрывается немного. Хотя, да, парадоксальная тема, если подумать. Тут, с одной стороны, реально, правда, хорошая ж тема. То, что она, типа, честно говорит о том, что я не знаю, и стоит куда более, типа, ну... четко изучить этот вопрос, типа, так сказать. Я больше как-то English учил. Хотя больше просто, чтобы помочь ей в начале бизнеса. Многие наши люди просто за счет внешки становятся учителями английского, так как считается, что учитель европейец это престижно. Но ты на русского не похож. Да уж. Это да. Ну и, блин. В таком случае надо говорить, типа, знаешь, на собеседовании, то, что надо отбросить стереотипы и показать, что вы прогрессивная компания, ну, прогрессивная школа, так сказать. Еще надо обязательно флаг ЛГБТшный повесить. Да. Убил просто мечту. А то ходит, понимаешь, что парада мусульманства. Это. Я уж всего 4-й раз, да, вот так вот вверх поднимаюсь. Ну, именно вот по этому лифту. Или 3-й. Я херею просто. — 70 минут. Да. Париж написано. Парижская акула, что ли? Скажи, что ты был европеоидом даже по рейтингу одного австрийского художника, но настолько любишь монголоидную внешность, что сделал классику. Я когда-то был богатым, у меня был свой бизнес. Я был прям арийским красавцем. Но потом я начал смотреть корейские фильмы, дорамы. И последняя добивочка была «Игры в кальмара». Я так глянул на него и подумал, хуй его. Сделаю пластику за охуенно большие деньги. Стал азиатом. И потерял бизнес, потому что меня никто не узнал, не признал, а предупредить людей я забыл. Вот так вот. Говорит, что год прожил за границей и все, да. Звучит как офигенная история. Причем правдивая. Настолько бредово, что похоже на правду.
Сделал пластику лица и всего тела под азиата. И потерял бизнес, потому что никто не признает теперь. Не узнают люди. Беларусь, к примеру, топ. Беларусь. Типа жил год. Да, школьников куча, им твой инглиш вполне норм. Да. Да не то чтобы школьников вообще, типа, ну... Любой Любой человек с низким уровнем английского. Ну да, там мало кому интересно будет послушать эту про грамматику и там прочее. А скорее будет, ну, знаешь, типа берешь и рассказываешь, изучаешь практически даже вместе с учениками какие-то общие фразы, да, для начала там. Там, привет, там, как дела, как пройти до туалета, я обосрался, теперь нужно помыть туалет, вот всякие такие, знаешь, фразы. Думаю, топ. Вот это вот нужно людям. Да. Hello, I hope you're doing well. I need a toilet. How to go to toilet? Here? Okay, thank you. Потопал. И орешь откуда-то там. Hey, excuse me, sir. I don't know where is toilet. I'm gonna shit myself right now. И такой... Oh shit, sir. I shit myself on your floor. А ты типа в шортах, короче. И трусов не носишь. И все дерьмо жестко дристом, короче. Сквозь штанины шортов, короче, пролетает в пол там, знаешь. А ты еще там пытался убраться там. И измазал стены и пол говном. Sorry, sir. I do my best, but I can't clean my shit from your floor and walls. Да. А bathroom, да. Не, ну тут туалет тоже подойдет, почему бы нет. Where's fucking lady boys here? Fucking. Именно fucking, да? Fucking lady boys. Fucking lady boys. I don't need just lady boys. I need fucking lady boys. Это я даже тебе придумал. Патрик. Все будут думать, что ты иностранец. Патрик. Первое правило в инглише. Ну, то и грубовато. Ну, у них, да, оказывается, такие, типа, все. Вот именно вот в инглише, даже вот в американском, типа, деловом общении, оказывается, мне недавно на это глаза вот друг из Казахстана открыл. Он, ну, помогает мне иногда по апворку там общаться с этими клиентами. При начале разговора, типа, dear, говоришь, ну, там, dear customer, или там, дорогой, там, не знаю,
Dear Tom, I hope you're doing well. И там дальше пишешь, там что-то там делаешь, там прочее, типа. И потом в конце всегда пишешь regards. Типа, ну, типа, с наилучшими пожеланиями. Кто-то, кто-то. Regards. Там реально вот такие, знаешь, прям словечки. Да, слова очень сильно цепляются. Типа надо именно вот прям с такими такими. Вот так вот. Regards, I hope you're doing well. Вот эти вот все слова, вот эти вот говорить. Monk said, "It's not what goes into you that Короче, максимально вежливо и так далее. Теперь я понимаю, почему типа американцы или там, ну, вообще иностранцы, да, вот говорят, что что русская речь, она очень грубая, типа вообще, и вообще русскоговорящие не все грубые, типа. Типа снимать. А ты шоколад больно? А я шоколад побутил. Масьмакку. Блять, я упал, что? Блять. Сука, как я упал? Бля, как я упал? Я не понял, даже я не понял, как я упал. Да что за дерьмищина? Как так? Маленький посмат ко мне подошел такой. Папау! Блин. Я прям так уверенно что-то начал делать. Я ж не думал, что я упаду. Я вроде вообще хорошо стояла. Пипец. Так. Ну это в бизнесе только. Эти правила объясняют в классе 6 вроде как. Пишешь письмо, правила приличия. Ну да. Ну, то есть я уж не помню, вот. И вот реально, типа, я уже не тот человек, которым я был раньше, так сказать. Прошивка совершенно иная, эти данные уже давно стерты. Практически. То есть, реально, то, что происходило в школе, в плане того, что, ну, что ты учил, там, прочее, они вообще так исчезают со временем. Не сохраняется в голове. Если это, конечно, непосредственно не связано с тем, чем ты занимаешься по жизни. Вот учился бы я лучше. Внимательно бы подходил бы к каждому уроку. Возможно, я сейчас бы совершенно другим человеком был бы. А я вообще раздолбаю. Ну, то есть адекватные люди, типа хорошо учащиеся там прочее, но не могут быть стримерами, это очевидно. В плане того, что, ну, не лентяи там и так далее. Видел ролик про попугая, который издает звук пердежа и полуиспуганный возглас. О, блять. Я-то к чему, дети что-нибудь ряд? А, нет. Блин, тихо. Да и не будут, я надеюсь. Нет, со временем, конечно, по-любому будут. Но это дело мы будем пресекать. Какой же я замечательный человек. Бля. Лет с 12 еще начну, да.
Ну, хотелось бы, чтоб нет, конечно. Maybe we can join the club. Life is cool without sound. Давай же до Радуги доберись. Ща, подожди. Блин, ай, говна поел, блин, классно. Навернул с улыбочкой, классно. Жесть. Просто как же я улетел. Maybe we can join the club. Life is cool without sound. We need to get Where the in crazy people meet I'm sure we'll on make the it. street. I wonder what awaits us there. The unknown is If you right wish upon a star, here's the place. Club inside. Прикольный трек, кстати, играет. Не скажи. Малые все повторяют, и в пару лет повторяют. Ну, это да, но мы говорим конкретно, нет, не говори так. По крайней мере, пока еще не начинали. Life is cool without sound. Where the crazy people meet on the street with nothing. If you wish upon Так, тут вообще нету ничего, да? club inside. Вот в этом этапе найти был бы шорткат в виде кровати, вообще был бы хорошо. to choose the right path. Так не нравится по этим трубам лезть, вообще ужас какой-то. Mistakes. Пол Гудман. Я очень мало серий, кстати, видел Соло Гудмана. Ну, точнее, это лучше звонить Солу. Но благодаря этим мемам, конечно, хочется его посмотреть очень. А жена чем занята? Ну... Домашним хозяйством. И своим YouTube-каналом тоже. Ну, там больше, типа, такие... природа. Там снимают белок. Все в таком духе. И вам как относится? Нормально? То есть, я бы не сказал, что негативно. Или положительно, типа. Просто нормально. А когда это еще и типа, ну, например, деньги приносит иногда, то вообще хорошо. Как бы все нормально, пока типа, ну, дети сыты и все хорошо. А. Ну ты, ага, типа, есть. Ага. То есть, если я занимаюсь чем-то, что, ну, хоть как-то деньги приносит, или там, не знаю, ищу варианты, которые могут принести деньги, то нормально все. Ну да. Но все равно тревожно на душе. Был бы стабильный заработок.
Краска дорого. Привет. У меня чё, кто-то на ютубе писал? И как это давно он написал? Блин, временных отметок нету. Непонятно, как давно человек написал на ютубе сообщение. Блин, очень знакомая песня. Играл на каком-то сериале, по-моему. Ой, очень знакомый, я даже смотрел этот сериал, кажется. Или это из фильма? А, такой. А? Ага. Бупой есть вагончик, все равно бупой есть парень. Ногу такой. Как вам относится к нашему человеку украинцу есть? Да, были, по-моему. А, области тьмы, да. Да, там было. А. Угу. Тупой сельбёх, ага. Был пассажирский поезд. Нет, точно не метро. Был пассажирский поезд, вагончик, который менеджер. Ага, письмовку. Ага, так. Как относятся? Ну, блин, ну нормально. То есть нет ничего такого типа специфичного какого-то, знаешь. Это вот типа, ну, от специфичных каких-то типа негативных отношениях, это вот в России можно было встретить. Даже в чертах самого этого Республики Саха. В плане того, что, ну, например, ехали как-то с другом по его работе. Ну, я чисто за компанию с ним поехал. Он там должен был проверить одну антенну. Он связист. На работоспособность, там типа все хорошо или и так далее. Там, короче, поехали в Алдан из Якутска. И там, короче, ночью приехали в Алдан. И искали, ну, где бы там, ну, переночевать. Там отели, хостелы, короче. И в одном нам прям, ну, просто какая-то побалка, блядь, 40-50 лет. Ну, 40 лет, скорее всего, такая, сука, женщина русская. Типа, смотрит на нас такая, говорит, паспорт сюда, типа, дайте. Он такой, ну, окей, да, типа, вас держите. И она такая, чё вы мне поддельные паспорта показываете, киргизы? Пошли отсюда, только с русским сдаем. Я такой, блядь, что, блин? Хуеть нахуй. Было интересно, конечно. Конфронтации не бывает из СВО. Нет, ну нет. Такого нет. Вот, например, конфронтации могли быть и, скорее всего, случаются в Казахстане. Потому что там местные, они сами такие. Ну, люди разные бывают. Вот именно имеется в виду среди русских и так далее, да? Вот казахи к ним прям с таким отношением типа подходили в том плане, что
типа, убежали, там вся хуйня, вот это вот все пиздец там, короче. Ну, провокация на провокации там, в общем. Ты преувеличиваешь. Нет, так и было тогда. По факту так и было практически. Она нас там киргизами назвала, то ли чё, и потом еще говорила, что у нас вроде паспорта поддельные, что-то такое, короче, был. Ну, пиздец, там негатив, короче, так и лился. Она потом в конечном итоге, конечно, ну, типа поверила, очень долго разглядывала наши паспорта, показала там, ну, ебаные комнаты максимально, но после такого, блядь, неприятного разговора мы там решили не оставаться. Там выбрали другой этот хостел. Благо нашли. Это был ветряной генератор. Короче, тел үреш, bu вентиляторга. Антон мана егер бар ток механизмнар токоңроллар. Ток вырабатывать дилер. Потом ол ток электричество ток хабара коротко, он вот береш джунургу. Ага, он. Это жопа, конечно. Ну да, это супер неприятно. Ну то есть, когда ты на себе ощущаешь вот это вот негативное отношение чисто из-за своей какой-то, из-за своей внешности, в плане нации, это очень неприятно. То есть, с этим сейчас русские начали сталкиваться. А многие, типа, нации с этим живут. Конечно, я так сказал, как будто это со мной, ну, все время происходит, но нет, ну, ни одного этого, вот этого неприятного разговора с той пиздой, блядь, ну, было достаточно, это было вот супер неприятно. А сейчас, блядь, такое везде и всюду. Да. Это супер неприятно. Очень. Блин. Блять, сука. Ну как так-то, блять? Да иди ты нахуй. Просто. Ой. Это недостроенное здание мне просто пнуло в жопу. Я улетел нахер просто. Бывает же. Давно пора. Что меня пнуло в здание? Давно было пора упасть. Я думал, ты выходишь из игры. Ну, давайте еще один трай. Один трай и все. Пойдем в Elden Ring поиграем. Еще разулю и пойдем в Elden Ring.
Чё за песня, блядь, Maybe this is a уёбищная? Про какого-то куколда, блядь. Наташа, вставай, мы там все уронили, и джинсы твои на 2 размера ушили. Половцы к нам печенеги идут. Вставай, Наташа, нас вышки зовут. Наташа, вставай, мы честно все уронили, и половцы сами уже победили. Вставай, Наташа, нам есть пора. Наташа, вставай, на часах 6 утра. Наташ, ты спишь? Там все ходят в масках. Вставай с шеи на маски, как мы на мышей без From них. here, you have a great view of the favelas. Песня про незаменимого человека. Poverty, which is hard to get out Мы of. там Windows This is where my whole life and the lives of my goddamn совсем parents have been. обновили и языковую панель. Наташа, вставай, мы там все уронили, и джинсы твои на 2 размера ушили. Половцы к нам печенеги идут. Вставай, Наташа, нас вышки зовут. Наташа, вставай, мы честно все уронили, и половцы сами уже победили. Вставай, Наташа, нам есть пора. Наташа, вставай, на часах 6 утра. Или песня про ленивого ублюдка, который спит. И он везде опоздал. У нас ведь карантин. Ну раз уж вышла, купи сосисок. Сосисок купи. Наташ, ты куда? А как же мы, Наташ? Какие шашлыки? Про котов же. На место вернем. Про котов? Честно все вернем. Наташа, вставай, мы там все уронили, и джинсы твои на 2 размера ушили. Половцы к нам печенеги идут. Вставай, Наташа, нас вышки зовут. Наташа, вставай, мы честно все уронили, и половцы сами. Мем же есть, Наташа, вставай. А, да? Чё за... Там коты смотрят в камеру. Чего? Наташа, вставай. Подожди-ка. Чё за прикол с Наташей? Наташа, вставай, мы все уронили. Наташа, мы все уронили, вставай. Не то. Картинки, это мем. В картинках ищи. В картинках. Наташа, ты спишь? Уже 6 часов утра, Наташ. Нефть по 30. По 72 рубля. Давай мы там все уронили. Мы уронили вообще все, Наташ, честно.
Выронили вообще все, Наташ. Наташ, ты спишь, полежи еще, Наташ, не вставай, вообще все, не выходи. Сиди дома, там это все закрыли. Живем в нищете. Наташ, ты спишь уже, сейчас вставай. Всех изолировали, мы изолированы. Да, прикольно, забавно. Да, прикольно. Мгм. Да, музон, конечно. Приятный. Блять, какой ты гандон, блять! Ой, это очень мерзко было. Ой, боже. Вот так вот взять и меня вот так вот опрокинуть. Ё-моё. Не, ну еще одну поездку вот по этим рейсам я бы, ну его нахер. Ниже этих рейсов упаду, это, ну, явно, короче, на сегодня хватит. Это край. Вот начало игры, любой вот подобной игры, оно всегда неприятное, потому что оно, как бы ты его видишь чаще всего, оно потом тебя бесить начинает потихоньку. Начало этого всего. Да. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back home. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. Угу. I'm still scared of him. Блин, да ты... Что делается? Что ж делается? Что ж творится? Блин, как же у меня вот прям... Вот в некоторых моментах у меня прям... Аж... Щекочет прям, я бы сказал.
от таких моментов, когда ты чуть ли не падаешь. Или когда ты видишь просто сумасшедшую высоту. Чё-то у меня прям... Вот реально очко играет. Вот других слов особо не подобрать. Щекочется в паху, знаешь. Щикотно становится. Блин, ну ты, конечно, улетел. Вот это я, конечно, подлетел, ё-моё. Хорошо. Страшно. Да камон, ну что за... Прям в мусорку. Блять, сука. Невидимая стена. Я в пизду, я все. Хорош сегодня. Мой предел на сегодня. Да. Даже до моста не дошел. Ты чё? Я его прошел даже. Я Радужный мост же прошел. Сегодня прогресс был. Мы прошли Радужный мост. Мы сегодня прошли. Да, типа, ну, поэтому там дракон был, поэтому там бобовый стебель был. Если что. Дракон когда был? Был. Блин, надо бы нарезки сделать поскорее. Там бобовый стебель был, типа это такое же начало практически как в этом. Ну ты вот вспомнил, да, по-моему? Да. А, вообще не видел, да? Ну ладно.
Неважно, в общем, это было и было. Что бухтеть-то? Так. Чуть видел. Когда я спросил, что опять упал. А, ну да, вот. Вот. А у меня чат реально не работает, что ли? Привет, Данил Коноплев. Здорово. Нет, я Саха. Блин, у меня чат, оказывается, не работает. Сейчас исправим, ребят. Сорян, что я не читал сообщения из Ютуба. У меня Ютуб, оказывается, отвалился. Угу. Вот теперь все отлично. Так. Прикольно. Новость. Twitch признал трансляцию сосанием и лизанием микрофонов как контент для взрослых. Теперь, если не помечать подобные стримы соответствующей меткой, авторов будет ждать скорейший бан. Ну, по сути, ничего не меняется, просто теперь конкретно такие пометки будут на таких стримах. И все. Ну, как будто бы, да, что-то сделали, но с другой стороны, как будто бы ничего не сделали. То есть они не запретили конкретно эти вот трансляции, а просто сказали, что теперь, ребят, вы должны конкретно помечать ваши стримы. Ну да, типа формально так. Поубирать бы всю эротику нафиг и не говорим. Ну типа, блин, реально, типа для подобного контента, ну, есть OnlyFans, Pornhub и прочие злые платформы, где вот это вот только вот это вот. А они еще вот по сути игровую платформу лезут со всем этим, со всей этой сиси-писей. Так. Еще какой-то недавно девушка подсказала. Там Содома и Гоморра. Что-то на японском созвучное. Не знаю. Интересно. На японском. Блин, даже не знаю, что это. Тикирик какой-то.
Любопытно. Или Субару, что-то в этом районе. Че за... Субару. Тикирики. Субару, Тикирики. Блин, вот почему в Элдоне, блин, у тебя, сука, открытие карты не закрывается на ту же карту? Очень странно сделано. Как-то неудобно. Бонго... А, Бонго Камс, да, Бонго Камс. Тикирики. Субару. Блин, ты чё, конченый, что ли? Там много всего. Бонго. Ну да. Ну то есть там... Блин, охереть можно! Бляха-муха, 13 косых. Надо забирать дерьмо и уходить оттуда. Хотя, может быть, я смогу проскакать. Но, блин, он так четко по мне выстрелил. Кажется, вернуться почти Unreal. Надо только укрытие искать. Ну, короче, в этом месте, о котором ты сказал, там, видимо, ну... контент из разряда... Сую ногу в жопу и все всякое такое, да? Там категории. Такие, да, прикинь. Вот на Твиче это Elden Ring и там прочее, выбираешь категорию. А там свою ногу в жопу. Кушай укал. Такое. Да. Прям категории такие, знаешь. А там что такое рисует, кошмар. Подозреваю, это примерно... Понятно. Короче, лучше не стоит такое дерьмо представлять, видимо. А, кстати, а что я тут делаю? Я же, по сути, могу просто... Да. Это, видимо, очень мрачное и темное место. Так сказать, Deep Web, Dark Web. Терять веру в женскую породу. Звучит так себе, блядь. На всякий случай осуждаю, порицаю. Породу, блядь. Так. Давайте-ка... Я холостяк не может. Окей. А, я не туда пошел уже. Ё-моё, не то выбрал. Вообще не то выбрал. Не туда телепортнулись. Чуть сексизма, да.
Так, сейчас. Что-то я хотел сделать, что... А, запись. Да. Сейчас. Было бы прикольно, если бы Илон Маск купил Amazon. Прикиньте, как это было бы прикольно. Он бы... Он, мне кажется, ну, поувольнял бы много кого. Из Твича и там прочее, там, в этом плане. Чисто, знаешь, какой-то... Ну, короче, был бы такой человек, который купил бы это все и все бы изменил, был бы очень прекрасно. Это было бы прекрасно. Amazon, да. Не потянет. Ну, Amazon, да, он слишком огромный. Amazon. Вот если бы... Вот интересно, сколько может Amazon стоить? Ну, вот чисто. Насколько возможно, типа, такое? Миллиардов 50? Не, даже больше скорее. Даже не знаю, это очень такое. Кузнечником. Вот это жуткий момент. Она поет. У меня бинокля нету? Нету. Блин, она еще пердит калом каким-то. Вот. Что за шум в игре? Да как она втерет? У нее диарея. В игре, по-моему, шум, да? Вот это вот. Ну, типа тут рядом водопад, походу, то ли что? Блин, где-то еще одна такая жуткая тварь находится. А, я вот о чем. Есть одно аниме, оно реально жуткое, кстати, вообще совершенно неадекватное.
совершенно ебанутые. Это вот созданный в бездне. Это просто жесть какая-то. Там такое дерьмо творится. Просто шок-контент. На шок-контенте. Я нарезку смотрел, как там ББ смотрит вот эти вот... созданный бездне. Это жесть. Вот реально понимаешь, что японцы, но они слишком другие. У них настолько иной менталитет и иной склад ума, что они вообще по-другому думают. И воображение у них совершенно на каком-то проклятом уровне. Что просто пиздец. Ну, найс. Так, вон тот кал забрать хочет. Угу. Изогнутый меч бога змеи. Ничего себе. Звучит очень хайпово. О, кузнечный камень 3 штуки. А, нет, 1 штука. Так, что за меч? Ловкость на силу штука. Можно, в принципе, пользоваться. Ну, такой. Вроде интересный, но у меня и так уже прокачанный меч есть, в принципе, поэтому смысла от этого меча нет никакого. Хотя, потом посмотрим. Но у меня не на силу он, хотя заскейлить потом можно будет оружейная ловкость. Посмотрим. Вроде бы не кал. Третьих двое еще.
Бурят, да. Привет, Гога. Блин, упал. Чё, как оно? Как дела, как настроение? Что-то в последнее время совсем занятой, то ли что? Привет, и все, потом молчишь, исчезаешь. Лучше сейчас спать пойду. А, ну класс. Блин, тоже бы пойти спать. Мне вообще пораньше бы стримы заводить. Было бы хорошечно. Эй, пораньше бы. Ты про меня? Да не, я про Гогу. Ты-то, блин, ты что? Ты мой единственный зритель практически. Привет, я твой единственный зритель. Я не вижу просто. Ну там в чате вот на экране видно. На ютубе, ага. Закончил играть с друзьями в колду, решил зайти на ютуб, и тут ты. Понятно. Ну я, кстати, вот заметил, начал обложки потихоньку нормально делать. Ну, типа. Вот на ютубе обложку вот эту вот сделал. Завтра еще лучше постараюсь сделать. Скоро буду как вот эти вот популярные ютуберы делать крутые обложки для видео. Опять они жуткие песни поют. Домой когда? Да непонятно. Если работу не найду, то возможно в августе. А так до конца этого года точно, если все сложится хорошо. О, Макар! Макар Макарыч! Блин, а у него прям меч. Блин. Вот из того, что ну почему я скучаю, так это вот реально по снегу. Вот из того, что есть в Якутске. Ну и по всем остальному, а вот холод нет. По холоду вообще не скучаю. Ну я это уже сегодня говорил, конечно. Но мне вот, и даже вспоминаю вот холод якутский, это вообще, ё-моё. Мне аж нехорошо становится. Нет, я умер. От чего? И как? Вообще непонятно. Как я умер? Угу.
У меня хп кончилось, что ли? Я что-то вообще не заметил. То клавиатура Аль-Бахмал Хабар. Косматик. А, понимаю. Понимаю, дубль 2. На, в глаз. Это на приколе, что ли? Ну охереть теперь. Ну охереть теперь. Ой, он на ноги встал. О. Блин, а это ваншот удар, да? Как же он бесится. Крокодил Гена, чертов. Магмовый змей Макар. Макар. Блин, чьими такое угарное? Макар. Ну, для такого врага. Прикиньте, дракон появляется, его зовут Макар. Необузданный дракон Макар. Да, хороший. На, держи. О, дракон. Ядрён батон. Так, сейчас. Все. Готов. Чешуйчатый меч магмового змея. Драконье сердце. Класс. 24 тысячи. На уровень пойдет. Но этот Макар не такой уж и страшный. Есть еще другой такой же Макар. Но у него сложность в том, что он арена другая. А. У барю. Ну так типа пойдем.
Почему кто-нибудь игни? Это М буква, типа М. Ага. Это не климакатматка. Каждый раз, когда он видит букву М, он говорит Марио. Марио. О! Плато Альтус. Плато Альтус, Плато Альтус. Так, тут мне помнится, какой-то эксперт по этой игре в чате заходил, говорил, что в плате Альтус какой-то какой-то колокольчик надо найти, отдать этот колокольчик бабушкам, и тогда я смогу покупать эти, как называется-то, кузнечные материалы высокого уровня, ну типа 3-го. То есть не надо будет их искать, все в таком духе. Так, он какой-то здоровый чел. Интересный. Папа! М, Папа! Ну, Папа, да иди М. і кем де? А то біре англійської йди, біре начали. То, Ага. ну, М. Бо англійська йди, бо начали. По-русски і по-англійськи. Папа, А, там М. он не мє бадем. Ось тебе стить. Так. Ну, этот здоровый чел, конечно, был интересный, но... Тут больше ничего нет, просто он и... Поблекший золотой подсолнух. А что это за предметы, кстати? Это просто... Так. Инвентарь. А. Блин, я подумал, что-то сюжетное подобрал. Ну, изучал так поблёк. О! Благодать. Костер. Траченная благодать обречены. Ну, еще один дрейк. А? Вот такой. Ладно, он бесполезно, еще с ним драться. Хотя, давайте ту сторону проверим. Сейчас я его убью. Так. Блин. Черт. Ой, еще один. Уходим. Тут каждый сам за себя, да.
О! Волки, цветочки. Ну там явно что-то есть вот среди вон тех цветков. Что-то их очень много в одном месте. Явно что-то есть. Зарубил всех волков. Ага. Священный порядок. Хм. А, тут прям вот так вот, ничего себе. Ух ты. Что это за место? О, я чуть не умер. Я вообще что-то не слежу за своим, за своим здоровьем. Что он делает? Продюсер Пригорин сообщил, что хочет сменить фамилию. Это не шутка. А, ну да. Его же этого ли, да. Его прям жестко достали юмористы сраные. Типа, ты что делаешь? Хватит. Ты зачем на Москву своих этих отправил там туда-сюда? Ах ты дерьмо! Да, это, конечно. Одеяние убийцы знамений, длинные перчатки. Здравствуйте. И чё вот такой? Меня вчера с ним наделали, это вообще жесть какая-то. Да, внезапно получаешь славу, которая, ну, повторную славу, которую ты не хотел на самом деле. Да. Ну, он хоть с юмором, ну это да. Не, прикольный мужик, конечно. Нормально написал, типа, да ладно, люди напряжение снимают. Прикольно. Ну вот реально, да. Благодаря ему и как-то, ну, действительно. Люди действительно снимали напряжение. Еще флакон. Ух, какой здоровый, ё-моё. А я не понял даже. А есть у меня что-нибудь эффективное, ну, типа, а? Вообще нет, да? Блин, мне бы огненные стрелы, конечно. Ураганный геймплей происходит. Весело, да? Ну, очень весело. Там уж какой-то этот колдун вышел из пещеры. Фантом колдуна. Лукашенко голодный. Вот
Вообще не понимаю. Типа, ну вот кто, ну как Лукашенко, типа, ну. Кто, ну, типа, как он разрулил? Что вообще? Я вообще не понимаю. Ох, юморист, да. Это настолько вообще не понимаю. Ну, это... Вообще не понимаю. Ну, понятно. Ну, это вообще, да, бред какой-то. Ну, типа... Лукашенко. Тот, который, блядь, с помощью истребителей там сажал все вот это вот. Пассажирские самолеты. Этот Лукашенко. Миротворец. Да, интересно. Интересно. Гордый по-пацански. Ну, да, скорее всего, да. Талисман парфюмера. Что за прикол? Увеличивает урон от флаконов. Интересно. Что за флаконы? Создание. Ну, это горшки. Кстати, сделаем горшки. Вот, флакон парфюмерия. Блин, есть целая ветка парфюмерии. Чера-сютера. Сухомятки. Парфюмер. Да. Просто уже на Пригожина переделали, когда он повернулся, сказал, я устал, я иду домой. Не добрался до Москвы, да? Сука. Ай, блин. Какой злой говнюк. А что он тут делает? Старый чудак неожиданно, так сказать, зверь является видением. Осторожно, магия. Требуется ангел или друг? Странно. Разведаем эту местность. Любопытное местечко, похоже. Кровавая роза. Так, Лутецкий. Золотой светлячок. О, пещера. Пещера мудреца. Любопытно. Сейчас зайдем туда, мудрец такой. Кто такой? Я вас не звал.
А, 18 точно. Так, это тогда... Вот. Ровненько прям. Так. Силу. Ловкость. Стойкость. Уровень защиты физический 100. Да, я силу вкачаем. До 19. Кристально-пещерный моб. Для... Капец, он развалил. Ого. Ого. Вот это хорошечно. Потерянный пепел войны. Омолаживающие пилюли. Ха. Омолаживающие пилюли. Так, а у меня же есть, по-моему... Фонарик. Да. О, так намного лучше. Серебряные светлячки. Мамочки. Офигеть, я прям тут это... Черный капюшон. Так, что за черный капюшон? Так. Этот мир полон тайн, и далеко не все из них должны быть разгаданы. Капюшон из матовой черной ткани полностью скрывает лицо. Ну, не полностью. Смешное такое лицо. И оно что-то додает мне или как? Вот теперь я реально монгол. Блин, а их прям много. Расе ему насрать. Блин, вот это вот. Прям очень неприятный враг. Топором.
А. Блин, ништяк на ништяке, вообще. Кайф. Большая золотая стрела. Я что-то прям представляю этого Фореста, и смешно становится. Когти хищника. О, ничего себе. Так, окей. Блин, а я все куда-то дальше иду, вглубь. Блин, ну офигеть. Это очень такой прям жесткий данж на самом деле. Костяная маска, нифига. Блин, крутой, походу, сет брони нашел. О, там босс. Там босс, пацаны. Подожди, два босса? Невидимый человек. Неожиданно, короче, удачи. Приди требуется необходимый предмет. Его. Кости безжалостно вонзается в лицо владельца, чтобы он не забывал о своей человеческой природе во время ритуального перевоплощения в птицу смерти. Какие носили убийцы в Вороновой горе. Ну-ка. Ну, хищные птицы, вестники смерти. Плащ из черных перьев хищных птиц, облачение убийцы Вороновой горы. Наряд для ритуального перевоплощения птиц смерти усиливает атаки в прыжке. Усиливает атаки в прыжке. Жестко. Окей, погнали. Убийца из черных ножей. Он реально невидимый, блядь. Да какого? А клина тут нету рядом? Клина нету. И каждый раз туда добираться вот так вот, да? Да вы издеваетесь, если честно. Это бред какой-то. Я охерею. Ну там было 3000, ладно, хер с ним. Что-то... То есть способа вообще нет. Неприятность.
А, я и забыл. Как быстро мы пробежим, интересно. Если вот прям просто бежать. Ой-ой-ой, чуть не упал. Ну, в принципе, достаточно быстро. Некромант Гаррис. Два босса. Два разных босса причем. Ничего себе. Череп змеи. Нихера тут. Блин, какой-то крутой чувак. Урона очень много. Безумно много урона. Короче, одену-ка я, пожалуй, обратно свой этот самурайский доспех. Как-то я в нем более защищенным себя чувствовал. Урона очень много я схватил от этого чела. Явно, да. Защита начинает сильно хромать. Некромант Гаррис. Интересно. Если так повоображать немного, то складывается интересная картинка. Некромант и убийца живут в пещере, защитились с помощью нежити от непрошенных гостей. Да, вот уже как-то урон поменьше получаю. Да кончи долбаный. Да, блин, это вообще... Это было супер тупо. Ой, пожадничал. Кошмар. Че, может достать мой меч здоровый, который? Я, в принципе-то, замашистыми большими ударами-то я его вообще закошмарил. Ну-ка. Клыкищейки его. Ну-ка оценим. Сейчас на нем. Короче, сначала убью этого мистера Гаррисона, а потом этого невидимого. С невидимым все сложнее куда будет. Потому что хер пойми. И скорее всего после того, как я убил мистера Гаррисона, там благодать появится.
Я в этом что-то уверен. Да вы, блин. Блять, эти, сука, черепа, нахуй. Если такое заклинание существует в ПВП, то есть игрок может выучить такое дерьмо и пойти в ПВП с таким дерьмом, это очень жесткая имба прям. Эти черепа очень душные. Хотя, с одной стороны, конечно, человек не даст прочитать заклинание нормально. Но, тем не менее, если у него будет достаточно нормальное расстояние, еще предметы на быстрое чтение заклинания, это очень жесткая штука. Как же черепа душат. Очень... Управляемость у них такая, еще хер идешь от них. Да ёб твою мать. Я хуею с этих, сука, черепов, реально, просто пиздец. Как же эти черепа душат, сука. Не, вот это оружие, ну, блин, хотя нормально. С одной стороны, у него радиус огромный. Много кого разом цепляет. Эту черепную змею хотя бы очень быстро убить можно. Но, блин. Ах ты говно. Не могу поверить, он ударил меня. Ну нихера себе. Что? Череп опять ожил? Да блять! Меня змея схавала в жопу. Короче, есть идея. Беру другое оружие. Я, пожалуй, буду на скорость рассчитывать, нежели чем на мощь и большой урон. Лучше скорость. Блин, прикольненько.
Навык от шаг. Навык, который ценится ловкими воем, сделайте быстрый шаг влево или вправо, это позволит вам кружить вокруг выбранной цели. Коготь из двух острых тонких лезвий оружия убийц. Так. Ловкость. Блин, может и это прокачать. Опять через когти играть. Не, ну вы гляньте, как это круто выглядит. Блин, круто. Так, капец, это интересно. Так, а сколько урона сейчас оно мне даст? Посмотрим. Обалдеть. Да, не зря я любил когти, конечно. Интересно, интересно. Так, ну я возьму другое оружие. Ладно, сейчас доберемся до туда. И там, пожалуй. По мне. Рапиру возьму Роджера. Рапира Роджера. На кровотечение. О, я нашел оружие. И теперь главное не отъехать. Да ты задрался память. А, две змеи теперь. Так змей тут много. Охереть, вы там срете черепами. На нахуй лежать, собака. Глава семейства. То есть так вот, да? Я ждал, что будет благодать. Мудрости не хватает. 3 медных ударных груза, прикрепленных к рукояти цепями, любимое оружие некроманта Гарриса, чародея и еретика. Грузы выполнены в виде голов его жены и 2 детей. Пиздец. Особый навык семейная злоба. Медные головы мягко ударяются друг от друга и призывают мстительных духов, преследующих врагов. Страдания погибшей жены и ее детей заставляют врагов трепетать от гнева. Ничего себе. Жесткая штука. Вау. Но у меня только одна фласка осталась. Че я сделал с невидимым ублюдком? Вообще не представляю. Хуя себе, блядь. Жесть ты страшный, конечно.
Блять, ты конишь? А как такого убивать-то? М. Блин, ну в принципе... Странно. Вот эти когти круче, чем эти, оказывается. Ха. Ну, попробуем с этим. Клыком ищейки, но что-то мне кажется, что это так себе будет. Вот же ублюдок. Он слишком быстрый, во-первых. Во-вторых, хер пойми, в какой момент он входит в этот захват. То есть, там не обязательно даже спиной к нему стоять. Он, как кажется, прям впереди тебя хватает. Лицом к лицу, когда ты с ним стоишь. Капец. Ну да иди-ка нахуй, блядь. Вот, боже мой, я просто упал. Капец. Просто упал. Я, кстати, не прочитал, как его зовут. Этого невидимого ублюдка. Просто невидимый чел. Да, ебать, вот просто капец. Лицом к лицу меня хватает. Да ты охуел! Убийца из черных ножей. Блять, так на приколе, что ли? Да иди-ка! Да пиздец! Этот Нет слов просто, нет слов. Так, ну такая себе... Короче, катаной долбить его надо. Это раз. Во-вторых, мне очевидно надо... оружие, точнее броня с куда более высокой
защитой. О. М. Убийца знамений. А, о, как корианский. А? Красавец? Блин, этот плащ так прикольно выглядит. Ха. А прикинь, благодаря цвету его можно будет видеть. Благодаря фонарику. А? Блять, не падай. Да какой? Блять. Нет, это вообще не помогло. Вот Гэндон, сука. Доспех королевских останков. А, это броня того урода. Говорят, эти кости принадлежали древнему владыке Энши, бездушному королю, прикрыльцу, что потерянную встречающимся. Шлем украшен золотым человеческим костями снаряжения. Без мамы списано. Гейдон. Почему он пытался меня убить, вообще не понимаю. Типа сэр Гидеон дал приказ убить меня? Зачем, интересно? В чем профит и поинт? Вообще не понимаю. Блин, вспоминаю другие игры Бабадзаки. Особенно второй Dark Souls. Это еще все херня. Не, корысь. Я вообще супер неправильно оружие подобрал. Вот с этим я еще хоть как-то в него попадал. Да, нормально.
Блядь, сука больная. Да как ты? Короче, нормальное, хорошее оружие для него. Прямо оно. Жопа. Нормально. В принципе, сбалансированный нормальный доспех. Вот этот вот мой. Главная скорость имеется. Давай, Гэндон. Да блять! Да где он? Есть собака лежать. Открывающая вуаль. 9000. Скрывающая вуаль. И что это? Это предмет. Погоди. Какого рода предмет это? Скрывающая. О, додел для врагов. Прям. Нихера себе.
Stealth предмет. Хм. Любопытно. Получается, с этой хренью я могу пройти теперь к воротам, там где катапульта. Как бы. Ну вообще как будто бы да, на самом деле. То есть я теперь невидимый должен быть. Может быть, надо ходить пешком, а не... Ну, посмотрим. Пока не ясно, как это все работать будет. О, чел. Кузнечный камень. А, кстати, про кузнечный камень. Ну, что-то я не могу. О, поговори с Мелиной. Здорово. The Erd Tree. Древерт уже близко. Only a little further Сопроводи меня до его till the подножия, и foot of наш the Erd Tree, договор исполнен. and the accord is fulfilled. It takes me back, Дорога навевает на воспоминания. Я родилась у подножия древа Эрт. where mother gave Здесь me my мать даровала мне purpose. предназначение. Now Впрочем, больше мне ничего не осталось. I Я должна выяснить have to сама, ascertain for myself the reason for почему which я, I live сожженная и бестелесная, все еще жива. and bodiless. Окей. Что это? А? А, сетевой статус какой-то. А, прикол. Интересно. Так, ну, я пойду оружие прокачаю. Я вот вспомнил. Колокольчик же надо было найти какой-то. Well, I took you for dead. No matter. Lay out your own. Ну, это оружие, да, надо качать. По-любому. Охереть, там урон теперь вообще лютый какой-то. Так. Я вот еще хотел... Арбалет черного ключа Крепуса. Блин, как будто бы стоит его, наверное. А, тоже кузнечный камень нужен. Так, подожди, а где тот меч, который... Простой кузнечный камень один нужен? Ага. Ладно. Ну, хоть что-то прокачал. Большой плюс. Прогресс. Блин, как ты? Always good to see you safe. Son, Рад видеть тебя здравия, так что тебе надо? Возможно, стоит тебе сказать, я чувствую, что уже вот-вот. precipice А, of falling меня хватит глубокий, беспробудный сон. fathomless, and I haven't И что-то мне подсказывает, что это накличет на тебя беду. So I just wanted Поэтому я to хотел заранее apologize принести тебе свои извинения. since you're so Прими scary. их, душа, вселяющая страх.
Никто не нападет, да? Тут только один раз нападают, видимо. Так, Роджер скоро умрет, видимо. Ты еще нормально? Может, так несколько раз вернуться, и он что-то изменится? Что-то ему вообще не круто. Блин. Роджер, все, кажись. А, это я сделал? Блин, я подумал, нифига себе, он уже за мной бежит, что ли, типа. Так, может быть, к кузнецу пойти? Вот. Мастер-кузнец Идж. О. Мистер Великан. It's kind of you to speak to me. Очень мило с твоей стороны заговорить со мной снова. Полагаю, старику Иджи удалось хоть немного тебе помочь? More or less. I've explained the Я предупредил peril тебя of об the опасности волшебного enchanted ловушки, что snare. осталось в поместье королевских семей. Держи подальше. Так, подожди. А. Надо через этот мост пройти.
Блять. Ладно, иди. Прям просил пощады. Да какая кривая хуйня. О боже. Так. Чел. Не, ну... Меч этот становится, конечно, убер мощным. Так. Сейчас пройдем через мост. А, на мне же вуаль, кстати, стоит. А это... будет нормально работать? О, блин, марики вроде есть. Да, меня вроде не видят. А, вот, увидели. Плачущий полуостров. Девушки. Эй, кто здесь? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я сбежал из Апка Морн, что на юге. Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение. Но клянусь, что слышал страшный вопль, разносящийся по всему замку. Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда, но сам решил остаться, сказал, что это его командирский долг. Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость. Их переполняет ненависть к нам. Они убили моих спутников, всех до единого, никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Умоляю тебя. Отнеси это письмо в замок моему отцу, не откажи в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если испытание его честь. Пожалуйста. Я не переживу, если он пострадает. Ну, давай. Благодарю от всего сердца. Тогда, пожалуйста, возьми это. Письмо Ирины. Отнеси письмо моему отцу, который остался в замке, не откажи в любезности. Окей, сделаем. У меня же типа глаз какой-то был. Ей нельзя отдать, что ли? Тупо глаз. Ну ладно. О, благодать. Так, отлично, отлично. Будто бы можно подняться. О, даже так. И куда это меня приведет? Так, посмотрим на карту. Непонятно. Там древо Эрт.
Так, хорошо. А я вот... А, во. А, нет. Не могу. Ай, давайте нормально по дороге пойдем. Потом, если что, телепортнемся сюда обратно и пойдем так. Мистер Великан. Охереть вы, сука. Злые, блин. Великана, конечно, я прям нормально убил. Блин, что-то вообще хороший такой меч, прям очень хороший. Моргенштерн. Моргенштерн. Блин, вообще ваншоты всех прям. Это хорошечно. О! Куда? Могучий залп. Наконец-то пепел войны для лука. О, благодать. О, еще и торговец там. Угу. Короче, интересное место. Кажись, нашел топ место. Продаешь или покупаешь? Куплю. О, кузнечные камни продаю. Это я удачно. Так, заметки враги, полулюди, заметки с небольшой подсказкой. Медальон с багровым янтарем увеличивает. Да, я куплю подсказку и немного стрел. Чуть-чуть. Так, ну что там за подсказка? Так, чтобы быстрее расправиться с полулюдьми, надо убить их предводителя, остальные сразу же впадут в панику. Даже такая тема есть. Так, ну давайте-ка наверх. Панцирь большой. О, да ты чё? Ускорять уснули. О, хорошо.
Блин, теперь я черепашка. А, надо было обязательно книжку нажать, а потом уже только... И что тут у нас? Камень памяти. Блин, этих камней у меня вот дохера вообще. Эти камни памяти чисто же для заклинания же, да, по-моему? Для меня это совсем бесполезная штука. О, благодать. Ну, долбаные маги. Верный гравитация. Они прям верят в гравитацию. То, что гравитация, ну вообще нормальные, походу, чуваки. Их бог гравитация, которая на самом деле власть над всеми. Мечевидный ключ. Так, он куда-то вниз указывает. Ой, данж. Не, что-то неохота в данж идти. Хотя ладно, я просто открою, пожалуй, там этот благодать. Если еще потом вернусь в этот данж.
М. А быстрое перемещение из этого места невозможно. Так, ну-ка. Попробуем-ка поменять вот до ночи. Тут, по-моему, что-то было ночью. Да, есть босс. Ночной босс. Охереть у него оружие, конечно. Ну такой, да. Заслон, цепь ночной конницы. И сколько душ я с него получил? Колись мало, да? Ну так. На, вот он. Блин, вижу. А ни один хер меня видит, это дерьмо не работает. Ё-моё. Какой страшный огромный. Ну что ж, вот и замок. Я позырю, насколько тут все плохо. Да блять.
М. На всякий случай отправим вниз. Охереть, они в кучу народ перебили, этот гора трупов. Клеймор. Оу. Нихера себе там наверху этот... Че, типа ее батя там наверху сражается? Нифига себе. Он до сих пор там. Он жив. О, кузнечный камень. Интересно.
Смягчил мое падение. Талисман парного клинка. Усилил последнюю атаку серии. Так. Блин, куча дерьма какого-то. Прошу, помоги мне, благородных кровей. Если эти мерзкие полукровки съедят меня, я буду проклят навеки. Пожалуйста, что угодно, только не этот позор. Но, блин, его скушали. Теперь он проклят. Вот не надо было такими словами бросаться. Иначе я буду проклятым, прочь. Надо мыслить позитивно. Настройки. О, прям чуть на шило не налетел. Позитивный вайб надо было строить. Так сказать. О, привет, Максим. Здорово. Вот теперь я на ютубе тоже, да. Меня то тут, то там показывают. Блин, говно. А, ебать. Нормалек. Класс. Ну и как-то мерзко получилось. Прям упал неприятно. Так. Чё, как оно? Как настроение? Где пропадал? Рассказывай. Историй-то много, наверное. А я душу... А, души уже забрал. Историй много, да. Чего бы начать, да? В основном по больницам, глаза, Иркутск, то все.
Москва. Блин, даже попутешествовать успел, так сказать. Нормально, нормально. А чё с глазами, типа, какую-то операцию делал на глаза? Лазерка? Улучшение зрения лазером? Операция? А, нет, сложная. Отслойка и так далее. Отслойка. Ядрить. Жесть. Ну сейчас-то нормально все там, ну. Блин, я надеюсь, не сильно глаза пострадали. Ничего. Меня жуть берет. Пострадали из-за диабета. Нихера себе. Аюна, Дараба, привет. Блин, диабет, конечно, жестко. Я рассказывал то, что у меня было когда-то подозрение на диабет. 30 лет стажа диабет, бля, пиздец. Соболезную. Это пиздец. Чё рассказывать? Как дела и там прочее, что расскажешь? Ну, блин, даже не знаю, что рассказать. Вчера в компьютерный клуб ходил с пацанами, с которыми я познакомился только вчера, грубо говоря. Там типа тут очень редкие эти вот компьютерные клубы в Таиланде, в Паттайе. И они, короче, нашли там парочку. И выяснилось, что они ходят в эти вот компьютерные клубы уже очень давно, типа 3 месяца, там прочее. Чуть ли не ежедневно, а точнее еженедельно ходят там и так далее. И цены такие нормальные. Ну и так, типа, думал, ну, типа турнир, короче, по CSGO хотели устроить, но по итогу просто там зарубились вообще жестким миксом между собой, там 4 на 4 получилось, а планировалось 5 на 5. А так еще год, и условки вот 17 числа кончилось на свободу с чистой совестью, так сказать. Год условного дали. 17 числа кончилось. Ну, блин, классно, классно. Хорошо, когда нет никаких долгов, так сказать, с чистой совестью. Надеюсь, ничего такого там не делал. Ужасного-то. Блин. Ну и так, типа... Не ужасно. Ну ладно. Не буду лезть с расспросами. Что было, то прошло. Ну и погода такая, блин, влажность просто безумная. Просто мерзко. Потеешь все время. Но
худее как-то не становишься. Ты потеешь как мразь реально. Но жировая прослойка все меньше не становится, как будто бы. Я тут наоборот толстею, мне кажется. Здесь еда такая прям... Мей. Вот скучаю по Якутску в том плане, что там вот еда была вот действительно хорошая. А тут... Тут все такое, типа... Есть, конечно, всякие там том-ямы, там прочие, там типа натуральные продукты, фрукты. В основном питаешься здесь курицей, типа говядина это вообще дорого. И из-за того, что здесь, ну, видимо, большое число населения это индусы, оно тут такое не особо в почете, так сказать. Ну и просто реально дорогое. Вот. В основном вся еда, она, ну, типа с мясом курицы идет. Благо, чисто жена вот радует домашней едой. А так, вот еда из всяких этих вот ресторанов, там каких-нибудь кафешек, там, ну, вообще не очень, так себе, ну, не знаю, мне вообще не понравилась местная кухня. Вот прям вообще не мое. Вот даже пицца, да? Вот казалось бы, типа, ну, такое блюдо, как пицца, здесь, особенно благодаря этому, как его... Благодаря тому, что здесь много туристов, каких-нибудь там типа американцев, там прочих. Вот. Должны быть хорошие пиццы, бургеры там, но нет. Супер кал. У нас в Якутске намного лучше. Пиццы были. Скучаю по Талпице очень. Талпица была офигенная. Еще Папа пицца была. Тоже такая здоровая, огромная пицца. Вообще добротная была. А тут ме. Очень печально. Здесь надо смешивать языки, что ли? В плане того, что нам как общаться. Как ко мне обращаются на таком языке отвечать. А то, мне кажется, Юна взяла и ушла. Из-за того, что я на русском разговариваю. А, блин, тут лестница была. Капец, этот меч уничтожает просто. 0 шансов на выживание.
О, вот и он. Мистер Чел. There's a face Ah. I've seen before. С вами мы еще не встречались. Я Эдгар, комендант замка, сам повелитель Годрик назначил меня. But you can see how things have turned out. И да, по-любому не понравится, я думаю. Have all Вся rebelled, прислуга взбунтовалась. Сейчас, подожди-ка. Они служили мне верой и правдой. but it Так мне seems казалось, но это было лишь притворство. foul creatures as they Подлый say. предатель мерзкий, как внутри, так и снаружи. Простите, мне придется вас разочаровать. Не знаю, что привело вас сюда, но боюсь, замок Морн скоро падет. Примите это в качестве извинения. Отдать письмо Ирины. О, оно от Ирины? Thank you. Спасибо, я вас долгу, но пока не могу уйти. Я комендант этого замка. Даже если он пойдет, я обязан остаться. И проследить, чтобы бесценный меч Морна не попал в руки врага. I'm in your debt for Я ваш должник, благодаря вам меч не достался этим мерзким тварям. Теперь я свободен. Я спасу Ирину. И больше никогда ее не брошу. thanks to you and devote my remaining Как свои дни посвящу ей. У Ирины короткий нрав. Надеюсь, она не расточилась. thanks to you Габила. and devote my Rena as I only Здорово, hope Саня. to- Что за Габила? А порк сколько коннектов осталось? 12. А нет, 20. Или 12. Ну, короче, там... Кажется, я там один коннект отправил. Точнее, один пропосл отправил. Или не отправлял. В общем, там 20 или 12 осталось. Как-то так. Как-то так. О, блять, убили что ли? Да ну нахуй. Rena, Ирина, and my daughter deserves моя дочь заслуживала лучшего. the fault lies. Это я во всем виноват. I chose to Для меня долг оказался важнее собственной дочери. И за это я был наказан. answer. Да ну, как так-то? Oh, Я разыщу их. the foul Подонков, что лишили жизни мою дочь. I'll hunt them Я down. выслежу их всех и убью одного за другим. Last one of them. Rest assured, Клянусь, Ирина, ты будешь отомщена. it will be done. I'll find the foul. I'll hunt the rest assured. Не дрейфь. Ну это полулюди гондоны сделали. Надо зарядить завтра. В течение дня напишу. Хорошо. Окей. Дил. Саня, дил. Завтра надо будет еще обложки поделать. Вот типа. Видел, да? Как тебе? Обложка вот эта вот типа ютубовская. Раз уж там очень много таких вот людей, которые, ну, хотят подобных работ, надо больше такого типа наваливать. Ядовитый туман. Не видел. Где? В телеге скидывал вместе с этим оповещением о стриме. И... Ну да, получается он. Лодочки.
Перчатка психотинца. А в кого ты стреляешь? Ручная баллиста, нихера. Долбанная ручная баллиста. А, понял, да, нужно в таком же духе не останавливаться, да. Еще какие-нибудь разные стильки такие же найду и сделаю. О, благодать. Надо будет еще туториалов посмотреть всяких на ютубе. На самом деле там все супер просто, прям. Просто я давно за Photoshop не брался, все время Corel Draw использую. И тут прям что-то прикольно на фотошопе-то. Там еще и нейронка есть какая-то. Там фишек просто до хера прибавилось у фотошопа. Просто охереть. Цветком насрано. Эй, промахнулся. О, а там что наверху? Так, там древо, а тут храм. Мавзолей блуждает, баюкая лишенного души полубога. О, Марика, вечная королева, он твое нежеланное дитя. О, ядрить. Так, еще пройду.
Так, Spoken здесь до сих пор витает эхо words of речи королевы Марика, которая пропала столетия назад. long ago. If you wish, Я могу пересказать их тебе, если пожелаешь. Ну давай. Расскажи. in Marika's own Вот что говорит Марика. then Затем, после твоей кончины, я заберу то, чем никогда обладала. Возвращайтесь между земли на войну, и да поможет вам кольцо Элда. Не страшитесь смерти, воины Голдфри, моего повелителя. Cool story. Кровавая смазка. Да блин, почему? У меня в голове бардак. Мне пришло в голову, знаете что? Как будет называться использованный тампон? Кровавая смазка? Или как можно заполучить кровавую смазку в реале? Лайфхак. Найдите использованный тампон. Да. Покатился прям в рай нахуй. Охереть, это... Огромная хрень. Латунный щит, кузнечный камень. Ой. Так, я всех этих чувачков убью. А вдруг что-то будет?
Ё-моё. Прикольно. И что тут у нас? Посмотреть останки. Не удвоение воспоминаний. Можно копировать ранее приобретенные воспоминания, даже те, которые уже вызвали сил. В каждом мавзолее можно удвоить только одно воспоминание. Блин, круто. Панорама мавзолея. Четвертый храм Марика. Еще одна священная слеза. Блин, теперь походу фляги будут прям пул хп делать мне. А вот и башня. Наконец-то я смогу вернуться в наш дом. Что тянет в золотых лучах. Что тонет в золотых лучах. А, блин, я уровень повысить забыл. О, еще благодать. Ой, торговец есть.
Охеренно. Что ж, давненько у меня не было покупателей. Что же ты ищешь на краю света? Свай. Хай-хай. Have a safe journey. А подожди. М, Have a safe journey. Спасибо. Ядрить их много. Вот такого, наверное, нету, но, блин, интересно. Что будет, если я всех убью? Может, что-то случится и типа того? Вряд ли, конечно. Но интересно. Блин, вот учитывая то, какие люди вот промо, я удивлен, что они еще не придумали такой механики, как убей всех врагов, тогда появится босс в определенной территории. Это, мне кажется, вполне в их духе такое дерьмо сделать. Похоже на пингвинчиков.
Вот же еще. Так, ну я реально всех убил. А, нет. Блин, там кораблей. И как туда? Телескоп. Блин, у меня нету. Ну тут что-то есть, видимо. Это все пишут. Узри гроб. Гриб. Грибок. Вечный город. Погоди, а нельзя, интересно, предметы... Блин, ладно. Ёп моё. Извиняйте.
Так, лук, кстати, сейчас. Well, I took you no matter. Lay out your own. Для. Руки-когти. Так, ладно. Выйдем. Так. Пойду спать. И всем спасибо, кто был. Всем пока.